Доброго времени суток. Это видеоинструкция о том, как настроить плотик на Ubuntu. Ну что ж, приступим. Переходим на вкладку инструкции. Плотик на Ubuntu. Итак, создаем директорию download. Берем команду и вставляем ее в нашу консоль. Предварительно, не забудьте, нужно перейти на root. Командой sudo su. Отлично, мы перешли на root. Вставляем нашу ранее скопированную команду. Отлично. Создаем директории для временных файлов. Отлично. Создали. Дальше создаем директорию для конечного плота. Скорее всего, я уже создавал эту папку, поэтому она существует. Можно это проверить, перейдя на нее. Если у вас эта папка создана, то в таком случае вы просто пишите mkdir, mnt, dst, plotик. Отлично. Вот директория создалась. Замечательно. Так, продолжим. Это видеоурок ориентирован на неопытных пользователей ПК, поэтому мы следуем некоторым другим инструкциям. Вот. В случае, если мы не являемся опытными пользователями, переходим сразу к пункту 11. Итак, пункт 11. Нужно добавить директории с плотами в config.che. Копируем эту команду. Нам открылся конфиг. При помощи клавиш Ctrl-V вы можете осуществить быстрый поиск по файлу. На файле нужно найти плот, нижнее подчеркивание, на этом можно остановиться. Итак, вот, plot directories. Тут мы прописываем наши конечные директории плота. В нашем случае это plot solid, если я не ошибаюсь. Все, plot solid. Итак, после чего мы нажимаем Ctrl-X, Y и Enter. Итак, отлично, мы настроили конфиг. Теперь можно переходить непосредственно к плоту. Войдем в виртуальную среду. Пишем. Точка. На тильды. Share blockchain. Activate. Отлично, мы в виртуальной среде. Далее копируем и вставляем данную команду. Сейчас я вам объясню, как она работает. Мы запускаем наш плотер Че. Сложность 32. Далее фармер-кей и пул-кей нашего соответственного пула. Под флагом R идет количество потоков, выделяемых на определенный поток. Под флагом B находится количество оперативной памяти, выделяемой для создания одного плота. Под флагом T идет как раз та временная директория, которую мы указали ранее. Вот здесь. Под флагом -2 идет дополнительная временная директория, также, которую мы создали здесь. И в конце создается флагом D. Мы прописываем путь к директории, где будет храниться конечный плот. Создавали мы его здесь. И также мы уже прописали его в конфиге. Вот как указано на скрине. N1 это количество плотов, которые будут стоять у вас в очереди. Если вы напишете 2, то сначала создадится 1, но создаться второй. Можем запустить и посмотреть, что получится. К сожалению, у меня выбила ошибка. Bitfield plotting not supported by CPU.
Дело в том, что из-за того, что я запускаю на виртуальной машине, у меня ограниченная идет работа с процессором. Соответственно, это можно приравнять к тому, что у Qi есть функционал создания битового поля. Не будем углубляться, как он работает, но работает он, к сожалению, только на процессорах, выпущенных после 2010 года. На процессорах ниже 2010 года он уже не работает. Если вдруг у вас выскочила именно такая ошибка, то нажимаем стрелочку вверх, создавая ту команду, которую мы писали, и в конце мы добавляем флаг E, английское I. Что отключает битовое поле? Итак, пробуем еще раз. Отлично, у нас началось создание первой таблицы, началась первая фаза. Все работает. Спасибо большое за просмотр. Всего доброго. Чуть не забыл, обязательно подпишитесь на наш официальный телеграм-канал, в который вы можете задать любой интересующий вас вопрос и получить помощь в подключении как от наших администраторов, так и от наших пользователей, ведь наше общество довольно обширное, и все готовы друг другу помочь. Также не забудьте на нашем сайте перейти на вкладку «Присоединиться» и передать нам свой email, чтобы мы смогли вас уведомлять о дальнейших событиях пула. Спасибо за внимание.